Начинаем собирать торт. На торт мы поставим наши красивые цветы. Хорошо, если мы сделаем такую вот что-то вроде подставочки, да, под наши цветы. Я сейчас не знаю, кольцом ли я буду закрывать или таким полувенком, поэтому сделаю пока что основу только сюда. Теперь что мы можем сделать? Сюда же мы можем сразу положить листву, которые у нас уже есть в пакетах. Так вот уложить в разных направлениях. Но, честно говоря, мне больше нравится собирать уже в готовом варианте, там, где я поставила цветы. Перебарщивать с зеленью тоже не хочется. Хочется, чтобы тортик дышал, был свободный. Ну что ж, начинаем укладывать цветы. Я начинаю с нежного оттенка. Мы можем ухватить цветочек и прижать его так, как нам надо. Лишнее, например, вот здесь вот аккуратненько убрать. Так, теперь я поставлю цветочек следующий, но я его разверну вот сюда. Не бойтесь прижать, взять, схватить цветочек. Здесь вот, смотрите, прям ножницами. Вот здесь вот к основанию. Я в основание цветка врезаюсь и прижимаю его к торту. Дальше я беру розу, которую мы сегодня тоже изучали. Это с колодцем. Розочка с таким вот. И укладываю ее на зрителя. Она будет смотреть, да, на нашего именинника или именинницу. Дальше идет более тоже темный цветок. Это у нас роза Остина. Поставим вот так. Так, а здесь мне уже надо будет покрутиться. Куда я вот этот поставлю цветочек? Сюда. Или сюда, или вообще вот сюда. Будет куда вот он смотреть? Может быть, он сюда будет смотреть, а следующий сюда. Поставлю его. Прижимаю. Так, перехватить мне нужно. Вот так. И этот цветочек я уложу. При необходимости вы вообще можете снять тортик, убрать, снять цветочек с тортика и переложить, как вам нравится. Здесь, видите, у нас бутонов мало, мы не собирали, да, много бутонов. Поэтому закладывать и перемежать нам особо нечем, но в этом своя прелесть. Вот они розы, которые мы с вами сегодня изучали, сделали. Так, здесь у нас зелень будет. Да, вот этот бутончик я примощу вот сюда.
И оставлю вот эту часть открытой. Пусть здесь будет красиво видно и основную нашу розу классическую, и вот эту вот, и роза Остина здесь хорошо видна. В общем, здорово получилось, мне очень нравится. Продолжаем собирать торт. Вот наша зелень, мы ее достали из морозилки. Вот обратите внимание, она заморозилась. Я теперь могу ее взять в руки. Вот они, листочки, да, наши? Вот они, листочки. Могу взять в руки и вставить в торт, разложить по торту, где я считаю нужным, интересным и захватывающим. Так, вот она моя зелень. Пока я раскладывала зелень, нагрелась, я уже не могу ее взять. Я снова поставлю в морозилку, и она подморозится, продолжим работу. Продолжаем украшать торт листвой, дополнять.
кладем зелень, ну, как бы украшаете торт. Вот вы собираете букетик. Тут уж я не могу, настолько процесс индивидуальный. По ходу листву собираете, по ходу как бы вот этого венка, да. Все равно у нас еще будут тут всякие дополнения. Здесь мне общую наполненность я бы хотела создать. И тут у нас 2 цвета, да, зелени. И эти 2 цвета обыграть. С этой стороны может больше холодных оттенков, здесь больше теплой зелени. Так, уложили мы свою красивую зелень, мне все нравится. Делаем шишечки на наш торт. Мы с вами подготовили пакетик, да, с кремом, который будет с красивым таким поволоком. У нее будет нежный непонятный цвет, который мы с вами делали, да. Насадка трубочка 5. Сначала я начну на невидных местах, посмотрю, какой цвет будет выходить. Если что, уберу насадку, сдавлю крем в сторону, да, в какую-нибудь тарелку. Я буду ждать цвет, который нам нужен. Так, ну и начинаем. Пока закрою вот эти места тем цветом, который выходит. Я просто выдавливаю шарики, шишечки. Тоже очень красивый цвет. Красиво дополняет именно в тех местах, где нужно бы закрыть. Какие-то тут безобразия у нас торчат. Так, у нас начинает проявляться цвет, который нужен. Он такой не совсем равномерный, но посмотрим, что у нас выйдет. Давайте делаем шишечку. У нас такие вот надутые шишечки. Не будем ими перегружать, сделаем возле цветов в 2-3 местах, где их видно, где их хорошо видно. И остальные места нам нужно подлезть вот сюда и попробовать их сделать большими такими выходами. Они очень красиво смотрятся. Так, сделали одну. Так, здесь сделаю одну. Посмотрю, где еще можно что-то закрыть. Все, там уже яркий очень цвет получается. Здесь у нас идея получилась. Хотелось бы еще более светлый цвет. Вот, ну, будет так. Теперь нам здесь не хватает мелких цветочков. Что-то вроде вот такого. Это обычные маленькие цветочки, которые мы будем по всему тортику раскладывать.
Сейчас я вам покажу, как они делаются. Делаем высокое основание. Это мы для маленького цветочка, который украсит наш торт. На это высокое основание берем насадку 59. Здесь у меня просто белый крем выбеленный. Делаем небольшие такие лепесточки, 5 штук лепестков. Возможно, они будут у вас двойные. Делаем серединку. Это может быть насадка трубочка, это может быть просто пакетик с отрезанным кончиком. Чистенькими ножницами, чтобы ничего у нас лишнего не прилипло, подрезаем этот цветочек. И очень аккуратно стараемся его уложить при помощи гвоздика на торт. Если у нас что-то тут немножко съехало, поправляем. Так, снова также мы делаем. Я его примеряю везде, смотрю, где ему будет лучше. Посажу я его вот сюда. Еще один яркий цветок, которым мы можем украсить этот торт, дополнить. Вот эти мелочи, они играют большую и важную роль в завершении вообще полной всей композиции. Мы используем, в принципе, здесь все цвета, вот, ну, кроме вот этого простого желтого, которые были здесь. Добавила вот в основной цвет наш в сиреневый бордовый и сделала более яркий цвет, сделала градиент, то есть добавила пакет вот такой вот светло-сиреневый и темно-бордовый, который у меня получился. Насадка 125К, который мы делали розы. И теперь делаю такой вот небольшой цветочек с 5 лепестками. Просто загибая листочки. Такой цветочек делать умеют практически все. Если нет, то давайте скорее учитесь. Это простой цветочек.
Мы сделали для него площадочку, да, поэтому мы сможем его аккуратненько забрать. И поставить ярким акцентом, например, вот здесь, рядышком с нашей розой. Вот так. Так, ну вот, отлично. Я, в принципе, довольна. Сейчас я сделаю еще пару листиков. Уже насадкой лист, который я смогу подлезть. У меня здесь более светлый цвет, зеленый. Обычная насадка листик. Так, сейчас номер 66 от Эко. Я сделаю листву там, куда я не смогу подлезть обычным листиком. Ну, где-то я, может, тут что-то смазала. Закрою эти места. Где-то рядом с зеленью добавлю. Такая небольшая, аккуратная, интересная листва. Светлый тон. Мы закончили оформление торта. Вот, посмотрите, обычными руками. Вот, сделали этот торт. Те основы знаний, которыми я сегодня с вами поделилась, они достаточно ценные. Этими методиками и техниками вы можете собрать абсолютно любые цветы, абсолютно любой торт. Развивайте свою фантазию, играйте с цветом. В этот раз у нас неординарный, да, достаточно цвет, не яркий белый, а такие вот приглушенные тона, более такой вечерний торт, интересный, с маковым покрытием. Это уже такой романтик у нас. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Эффектный торт. И на фотографиях такой торт будет очень хорошо смотреться. Вот. Творите, девочки, публикуйте свои работы. Я очень хочу посмотреть, как у вас получатся цветы.